Иногда природа и человек сталкиваются в жестоком и бескомпромиссном противоборстве. Примером может являться история медведя-убийцы из японской деревни Санкэбэцу на острове Хоккайдо в Японии. Местность эта была глухой и слабо заселенной, ее исконными жителями были бурые медведи. На острове их популяция составляла более 1500 особей, но был среди них один необычайно крупный самец, в результате нападений которого погибли люди. Всего за несколько дней ему удалось вырезать почти треть населения деревни. Это одно из самых жутких нападений медведя-людоеда за всю историю Японии. Но самое удивительное и страшное в этой истории то, что всеми жертвами людоеда были женщины и дети. Началось все в середине ноября с того, что Кисагаки, такое имя дали дикому медведю-людоеду японцы, вышел из печки намного раньше положенного срока и отправился на поиски еды. В своих поисках медведь забрел в деревню Санкэбэцу, где напугал лошадь семьи Икеда. Заслышав ржание испуганной кобылы, жители дома выбежали на улицу и спугнули медведя. Завидев людей, он сразу сбежал. В летнее время бурые медведи регулярно разоряли кукурузные поля близ этой деревни. По всей видимости, медведь направился к деревне по привычке, дабы подкрепиться, однако время года оказалось неподходящее для грабежа полей, и Кисагаки стал бродить в поисках еды непосредственно возле жилых домов. 20 ноября 1915 года животное снова вернулось к дому фермера Икеда. Во время этих визитов никто не пострадал, однако глава семьи был встревожен появлением медведя, а потому на несколько дней вызвал из соседних деревень своих сыновей, вооруженных ружьями. Ненадолго затаившись, 30 ноября медведь вновь объявился у дома. Во время этого визита японцы попытались убить Кисагаки и даже несколько раз попали в него, однако он смог сбежать. На следующее утро охотники отправились по следу из крови, чтобы добить медведя, но были вынуждены вернуться из-за начавшейся метели. Для себя они решили, что раз медведь ранен, то теперь он умрет или же побоится идти в деревню, однако, еще не зная этого, серьезно ошибались. Спустя чуть больше недели, а именно 9 декабря, примерно в 11 утра, Кисагаки вломился в дом фермера Ота, где в этот момент находилась Абе Майо, жена главы семьи, и ее приемный сын Хасуми Мика. Мальчик, даже не успев дернуться, как тут же был убит прямо в доме. Медведь прокусил ему голову. Женщина же сперва смогла отбиться от атаки медведя при помощи дров, после чего попыталась бежать. Но в итоге Кисагаки утащил ее в лес и закопал в снегу, вероятно, желая съесть труп позже. 10 декабря день оказался крайне богат на события для жителей Санкэбэцу. Для поисков медведя-людоеда и останков Абе Майо была организована поисковая группа из 50 человек. Люди вошли в лес и не успели углубиться даже на 150 метров, как встретили весьма агрессивно настроенного Кисагаки. 5 мужчин сразу же выстрелили в медведя, но попасть в него удалось только одному, да и то не смертельно. Тем не менее, разъяренное животное отступило, и люди избежали ран. После того, как медведь сбежал, охотники обследовали местность и обнаружили засохшую кровь на снегу у подножия Сахалинской ели, под снегом которой лежал труп Майо, от которого остались только голова и части ног. Таким образом, было доказано, что именно этот бурый медведь напал на семью Отто. Вернувшись в Санкэбэцу, жители долго между собой совещались, придя в итоге к выводу, что, попробовав человеческой плоти, медведь от нее теперь не откажется и наверняка этой же ночью снова придет в деревню. Поэтому жителями было принято решение устроить засаду в доме фермера Отто. Кисагаки действительно пришел за лакомством в ту ночь, и хотя люди подготовились к его приходу, все были в такой панике, что из нескольких десятков человек в медведя снова сумел попасть всего один. Стрельба спугнула медведя, он сбежал в сторону дома фермера Миюки, где засаду пережидали жены и дети местных жителей. Медведь через окно вломился в дом, где напал на женщину Яо Ясутарю, жену фермера Миюки, вместе с малолетним сыном, занятую готовкой ужина для собравшихся в доме детей. Сперва медведь укусил ребенка, а спустя некоторое время он скончался от ран, а затем набросился на Яю. Женщину и ее ребенка спасло то, что Ода, один из старших детей, находившийся в доме, отвлек медведя на себя, дав Яю возможность бежать и привести помощь. Женщина сумела с раненым сыном выскочить в окно, а Ода попытался спрятаться от медведя за мебелью, но все равно был сильно искусан. Затем медведь настиг Кинза, третьего сына семейства Миюки, также пытавшегося спрятаться.
Следующей жертвой стал Харуйоши, младший сын из семейства Саитов. Он пытался сбежать вслед за Яйо, но Кисагаки разорвал его. Последней жертвой в доме Миюки стала беременная жена фермера Саита. По утверждениям, медведь отгрыз ей голову. Плод спасти не удалось. В разгар бойни к дому прибежали вооруженные фермеры, которых привела Яйо. Однако мужчины побоялись заходить в дом и подумали, что медведь наверняка уже всех убил, а потому предложили просто поджечь дом. Однако Яйо была категорически против, так как кто-то из детей мог еще быть жив. Люди разделились на две группы. Одна, состоящая из 10 человек, стояла на страже у двери, а другая группа пошла к задней части дома. Получив сигнал, группа в тылу подняла шум, крича и стуча оружием. Как и ожидалось, медведь появился у входной двери. Люди там сбились в кучу, но охранник во главе перекрыл линию огня. Среди общего замешательства и риска перекрестного огня медведь скрылся в ночи. С факелами из бересты они вошли в дом и увидели результаты атаки. Вести о зверствующем в провинциальной деревне медведе наконец-то дошли до островных властей, отправивших команду полицейских снайперов для уничтожения медведя-людоеда Кисагаки. В тот же вечер они прибыли в деревню, где осмотрели место бойни в доме Миюки. Полицейские предположили, что можно попытаться приманить медведя на останки одной из его жертв. Этот план был встречен яростным осуждением со стороны жителей деревни, но в итоге их все-таки сумели убедить согласиться. Кисагаки приманку проигнорировал и в деревню не пришел. На следующий день ранним утром было обнаружено, что пока охотники и снайперы сидели в засаде в доме Миюки, а женщины и дети пережидали в здании школы, Кисагаки разграбил несколько деревенских домов, сожрав изрядное количество припасенных на зиму припасов. Полицейские пытались мотивировать местных жителей на активное участие в охоте на медведя, но по большей части мужчины были очень сильно испуганы и предпочли охранять свои семьи от возможного нападения. На ночь было организовано несколько постов в деревне, на одном из которых охранники, как им показалось, видели тень медведя и начали истерично палить в его сторону. На следующее утро на месте обстрела не было найдено ни крови, ни следов. С рассветом команда снайперов начала исследовать окрестности и обнаружила следы крови. Поскольку медведь уже неоднократно был ранен, было решено, что это самая лучшая возможность выследить и убить Кисагаки, пока он вновь не напал. Ямамото и проводник Икеда Камедзира немедленно отправились за медведем. Ямамото решил выследить медведя с командой из 2 человек, так как это было намного быстрее и увеличивало шансы не быть сразу обнаруженным медведем. Проследовав по следам, Ямамото сумел обнаружить отдыхающего Кисагаки у дуба. Медведь, что странно, так и не заметил подобравшихся охотников, а потому они смогли поразить его сперва выстрелом в район сердца, а затем и в голову для надежности. Убитый медведь-людоед был тщательно измерен. Его вес составлял 340 кг, а длина от макушки до хвоста почти 3 метра. Но на этом история жертв монстра не закончилась. Некоторые жители, которым удалось выжить после встречи с медведем-людоедом, позже скончались от полученных ранений. В скором времени люди покинули регион, свидетели нападений предпочли вскоре после этих событий бросить деревню и переехать в другие места. Им было тяжко жить вблизи места, где они потеряли своих близких и друзей, и Санкэбэцу стал деревней-призраком. Теперь это место стало туристической достопримечательностью, где сохранились крестьянские дома начала 20 века, на фоне которых стоит изваяние гигантского медведя. Каково испытать, что ни на есть самый максимальный страх перед жестокой смертью, когда в ночи невозможно сомкнуть глаз, все время размышляя о демоне из тьмы? Я надеюсь, ты, мой дорогой друг, этого не узнаешь никогда. Пока.